Мы сейчас в несколько непривычном для себя состоянии. С самого начала наш канал очертил пределы своих компетенций и интересов. Мы говорим о России, о том, что происходит внутри страны, и о том, что может на нее влиять. Для нас странно долго и подробно в наших передачах обсуждать зарубежных политиков. Во-первых, часто нам не хватает понимания контекста. Во-вторых, что важнее, нам это не очень-то интересно. Но Дональд Трамп эту нашу схему разрушает. За месяц у власти он создал больше новостных поводов, в том числе прямо влияющих на Россию и россиян, чем Джо Байден за предыдущие 4 года. Даже осознавая, что мы имеем дело с медийным троллем, для которого создание новостных поводов является самоцелью, который готов лепить заголовки даже из замены стола в овальном кабинете, мы все равно не можем его игнорировать. Потому что самый бессвязный поток сознания в исполнении Дональда Трампа – это по-прежнему слова президента Соединенных Штатов Америки. И они будут иметь последствия. Не обязательно такие, как задумывал автор, но последствия обязательно будут. В последний раз мы обсуждали Трампа всего 3 дня назад. Но с тех пор он успел наговорить много чего нового и удивительного, и сегодня попробуем в этом разобраться. За прошедшие дни стало понятно, у Дональда Трампа прям какая-то фиксация на президенте Зеленском. Видимо, ноги этой фиксации растут еще из прошлого срока Трампа, из скандала с компанией Бурисма, когда администрация Зеленского не поддалась грубому давлению команды Трампа и не стала заводить дело на Хантера Байдена. Заявления о коррупции в семье Джо Байдена были важной частью выступлений Трампа на выборах 2020 года. Иностранное расследование коррупционных связей сына Джо Байдена стало бы весомым аргументом. Очевидно, Трамп запомнил нежелание Зеленского сотрудничать в деле борьбы с Байденом на президентских выборах и затаил обиду. Насколько важны личные обиды, когда речь идет о мировой стабильности и о кровавых войнах? Смотря с кем мы имеем дело. В случае Дональда Трампа, очевидно, крайне важны. У Трампа все личное, все персональная вендетта. Казалось бы, он 4 месяца назад выиграл выборы, уже месяц как правит, но до сих пор не может успокоиться и через слово поминает Джо Байдена. Трамп до сих пор, хотя в этом уже нет нужды, рассказывает всем, как у него в 2020 году украли выборы. Его администрация сейчас гоняется не только за теми, кто вел дела против него лично, но и за теми, кто участвовал в расследовании мятежа 6 января. Большая часть этих действий не имеет никакого практического смысла. Просто для Трампа принципиально, чтобы все его враги были повержены. К сожалению, мы с вами находимся в такой некомфортной реальности, когда необходимо учитывать личные особенности американского президента. Более того, эти самые особенности едва ли не главный материал для анализа, который многое может объяснить. На прошлой неделе Дональд Трамп несколько раз назвал Владимира Зеленского диктатором с рейтингом в 4%. Трамповская администрация дважды предложила Украине сделку о полезных ископаемых, которую иначе как мародерской не назовешь. Трамп даже умудрился, пусть и иносказательно, обвинить Украину в развязывании войны. А заодно и предыдущую американскую администрацию в этом тоже. Куда уж без этого. Администрация Трампа отказалась согласовывать заявление стран Большой Восьмерки, в котором Россия названа агрессором. Трамп и тут высказал мнение, что, мол, неплохо бы Россию в эту организацию вернуть. Пусть снова будет Большая Восьмерка. Вообще, если слушать Дональда Трампа в последние пару дней, забыв, что перед нами целый президент США, может сложиться впечатление, что тексты для него готовят в глубинах холдинга Russia Today, причем во вторую смену. Трамп буквально переписывает историю последних 3 лет. И в его версии основные пункты, если не полностью совпадают с нарративом Путина, то следует примерно той же сюжетной канве. Попутно Трамп выдает многочисленные экспромты, вроде взятой с потолка и не имеющей никакого отношения к действительности суммы в $350 миллиардов американской помощи Украине. Если долго слушать Трампа, можно решить, что случился какой-то невиданный разворот американской политики. Разворот этой политики не свойственный. Согласно заявлениям Трампа, США кидают не только Украину, но и Европу. Штаты будут вести переговоры через головы своих европейских союзников с Путиным, который явно и недвусмысленно Европе угрожает. Политика эта идет вразрез не только с позиции США по Украине. Тут все гораздо масштабнее. Сейчас поговорим об этом. Сначала реклама. Посмотрите, пожалуйста. В 2018 году Starbucks открыл кофейню в Сиэтле, где можно расплачиваться только картой или через приложение на смартфоне.
Такая инициатива еще не получила широкого распространения, но тенденция очевидна. За границей все сложнее обходиться наличными. Бронь отеля, аренда автомобиля, использование зарубежных сервисов – для всего этого сейчас требуется карта иностранного банка. Оформить ее, кстати, не так дорого, как многие думают. Но лучше оформлять уже сейчас. В прошлом году, например, у россиян была возможность дистанционно открыть счет в Казахстане и получить карту. Теперь же никакие компании вам с этим не помогут. И неизвестно, возобновится ли работа Первого банка Казахстана на тех же условиях. Однако остаются другие возможности. Эксперты MasterCard KZ проанализировали рынок и подобрали наиболее выгодные варианты дистанционного оформления иностранных карт. MasterCard KZ проконсультирует вас по картам и поможет оформить подходящую, чтобы вы снова могли оплачивать онлайн иностранные сервисы, бронировать отели и чувствовать себя свободно за границей. Для открытия карты достаточно действующего загранпаспорта, а пополнять вы ее сможете прямо со счета в российском банке. А еще у MasterCard KZ очень доступные цены. Чтобы выбрать наиболее выгодную для вас карту и узнать условия, переходите по ссылке в описании и получите скидку до 15 тысяч рублей на услуги команды по промокоду КАЦ. Продолжаем. Влияние США в мире строится на одном важном обстоятельстве – на парадоксальной стабильности этой страны в ее внешней политике. При всех внутренних американских политических склоках, при всем накале страстей, каждый избирательный цикл, при всей поляризации, при том, что Конгресс, погрязнув в очередном противостоянии, готов провалить принятие бюджета, при, казалось бы, неспособности никого ни с кем договориться. При всем этом во внешней политике США всегда были максимально предсказуемы. Мы недооцениваем, сколько вещей в мире держатся на представлении о стабильности США. Мол, неважно, кто сейчас правит в Америке, Америка в любом случае будет выполнять обязательства. На этом, собственно, и построена концепция НАТО. Никакая бумажка не может никого принудить к действию. Нет такой статьи в уставе НАТО, чтобы выкрутить руки американскому президенту и заставить его послать войска на помощь союзнику. НАТО существует на всеобщей вере, что когда опасность действительно возникнет, американская администрация не будет прикидывать, нравится ли ей правительство Эстонии или выгодно ли сейчас воевать за Польшу. Американская администрация просто пришлет войска, потому что так надо, потому что США не кидают своих союзников. Публичное поведение Дональда Трампа всю эту концепцию, лежащую в основе стабильности развитых стран, разрушает на корню. Теперь, оказывается, существуют не только отношения между США и Украиной, США и Канадой, США и Германией, США и кем-то еще. Теперь существуют отношения конкретной администрации с конкретными администрациями. Вот нравится Трампу венгерский премьер Виктор Орбан, который говорит Трампу комплименты, поддерживает все его решения. Значит, у США и Венгрии хорошие отношения. А если Владимир Зеленский или Джастин Трюдо лично Трампу не нравятся, то какие же они тогда американские союзники? В концепции, которую публично предлагает Трамп, нет никаких союзников США, есть союзники Трампа. Весь мир делится на тех, кто лично Трампу нравится, и тех, кто ему, опять же, лично не нравится. Если слушать то, что говорит Трамп, то именно так дела и обстоят. Идея мироустройства, где отношения между странами держатся на союзнических обязательствах, Трампу максимально не близка. Ему близка другая схема. Друзья США – это друзья Трампа. И мы видим, что его слов есть реальные последствия. Европейские политики впервые за всю историю Евросоюза и НАТО осознали, что могут оказаться один на один с агрессором. Что если Владимир Путин не остановится на Украине, вполне реален вариант, при котором США отказываются от своих обязательств просто потому, что президенту так в голову взбрело. Скажем, прочитал он очередную теорию заговора насчет того, что супруга французского президента Макрона мужчина и не хочет теперь помогать Франции. Саммиты с обсуждениями, как нам теперь жить без Америки, выделение рекордного пакета военной помощи Украине к годовщине войны – все это происходит из-за вполне рациональных опасений, что никакой Америки в прежнем виде теперь может и не быть. Что теперь внешняя политика США формируется личными симпатиями и переменчивыми настроениями одного человека. Создается гнетущее впечатление, будто фундамент мировой безопасности треснул, будто США изменились навсегда и готовы кинуть не только Украину, но и своих европейских союзников. И за такими неприятными мыслями легко упустить довольно важный момент. США как государство, а не Дональд Трамп как публичный спикер, пока еще не совершили ни единого шага,
который был бы похож на радикальный поворот от своих союзников в пользу тех, кто симпатичен лично Трампу. Пока нет шагов по дороге отмены или ослабления санкций. Нет в эту сторону даже разговоров. На данный момент мы не видим вообще никаких действий, свидетельствующих о том, что американское государство разделяет идею Трампа сменить сторону в этой войне. Более того, есть некоторые намеки, что американская дипломатия по мере сил пытается сглаживать самые опасные заявления Трампа. Если верить источникам New York Times, а у нас нет причин им не верить, госсекретарь Марко Рубио кулуарно уверяет Украину и Европу, что США не собираются навязывать им сделку с Путиным. То есть, по сути дела, нивелирует слова своего президента. По итогам прошедших нескольких дней можно сделать вывод. Вывод противоречивый, но уж в такой момент живем. С одной стороны, публичное поведение Дональда Трампа однозначно разрушительно для всей системы международных отношений, начиная с притязаний на Канаду, Гренландию и Панамский канал, заканчивая нынешними нападками на Украину и Европу. Все это разрушает веру в адекватность самой могущественной страны на планете, что не останется без последствий, причем долгосрочных. Репутация США, благодаря которой этой стране доверяют союзники и партнеры, это не абстрактная сущность. Инвестиции в США и возможность американским компаниям очень вольготно себя чувствовать на европейском рынке, роль доллара как мировой резервной валюты – все это опирается на идею, что США в принципе адекватное государство. Со своим прибамбахом, но когда дело дойдет до дела, то займут предсказуемые позиции вне зависимости от текущей администрации. Утрата веры в Америку будет иметь, помимо прочего, материальные последствия для самой Америки. Потому что нет актива в современном мире дороже репутации. Нет ничего ценнее, чем вера в твою адекватность и способность строить долгосрочные отношения. Но с другой стороны, американское государство не просто так самое могущественное. Все-таки не так просто сломать его институты. Все-таки в нем очень сложно превращать необдуманные слова в действия. Все-таки оно сопротивляется. Позволяя своему президенту нести, что вздумается, американское государство пока способно не позволять ему, что вздумается делать. И это дает надежду, что последствия не будут слишком уж тяжелыми. Будем дальше за этим наблюдать. До завтра.